Предисловие к 15 слову. О человеках во плоти живущих подобно бесплотным. Мы слышали от неистового объедения, что блудная брань в теле есть его исчадие, и это неудивительно. Сему научает нас древний наш праотец Адам, ибо если бы он не был побежден чревом, то, конечно, не познал бы, что такое жена. Посему соблюдающие первую заповедь о воздержании не впадают во второе преступление, нарушением целомудрия. И хотя пребывают сынами Адамовыми, однако не знают, что был Адам по падении, но бывают малым, чем умаленный от ангел, и это для того, чтобы зло не пребывало бессмертным, как говорит учитель, почтенный именем Богослова. И поистине преславное соревнование мертвенного и тленного тела с бестелесными духами. Чист тот, кто плотскую любовь отражает любовью божественную, и телесный огонь угасил огнем невещественным. Целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей. Целомудрие есть чистота души и тела. Целомудр тот, кто и в самом сне не ощущает никаких движений или изменений в том устроении, в котором он пребывает. Целомудр, кто навсегда стяжал совершенную нечувствительность к различию тел. Предел и крайняя степень совершенной и всеблаженной чистоты состоит в том, чтобы в одинаковом устроении пребывать при виде существ одушевленных и бездушных, словесных и бессловесных. Никто из обучившихся хранению чистоты да не вменяет себе приобретение ее, ибо невозможное дело, чтобы кто-нибудь победил свою природу, и где природа побеждена, там познается пришествие того, кто выше естества, ибо без всякого прекословия меньшее упраздняется большим. Начало чистоты бывает, когда помысл не слагается с блудными прилогами, и без мечтаний случаются по временам во сне истечения, а середина чистоты, когда от довольства пищи бывают естественные движения, но без мечтаний. Конец же чистоты, умерщвление тела, то есть телесных движений, предваряемое умерщвлением нечистых помыслов. Поистине блажен тот, кто стяжал совершенную нечувствительность ко всякому телу и виду, и красоте. Не тот чист, кто сохранил нерастленным сие бренное тело, но тот, кто члены его совершенно покорил душе. Велик, кто пребывает бесстрастным при осязании, больший, кто не уязвляется видением и помышлением о красотах небесных угашает огонь, который возгорается при виде земных красот. Отгоняющий сладострастного пса молитвою подобен борющемуся со львом, а кто противоречием низлагает его, подобен уже прогоняющему врага своего. Тот же, который и прилог вовсе уничтожает, хотя и пребывает в теле, но уже воскрес из гроба. Если признак истинной чистоты состоит в том, чтобы и в сонных мечтаниях пребывать без движения, то, конечно, предел блуда означает то, чтобы и наяву от одних помыслов терпеть истечение. Кто телесными трудами и потами ведет брань с сим соперником, тот подобен связавшему врага своего слабым вервием. Кто воюет против него воздержанием и бдением, тот подобен обложившему врага своего железными оковами. А кто вооружается смиренномудрием, безгневием и жаждою, тот подобен убившему своего супостата и скрывшему его в песке. Под именем песка разумеем смирение, потому что оно не произвращает пажити для страстей, но есть земля и пепел. Иной связал сего мучителя подвигами, иной смирением, а иной откровением Божиим. Первый подобен утренней звезде, второй полной луне, а третий светлому солнцу. Но все имеют жительство на небесах. И как от зари свет, а по свете воссеивает солнце,
так и о сказанном можно разуметь и видеть это на самом деле. Лисица притворяется спящую, а бес целомудренным. Та хочет обмануть птицу, а сей погубить душу. Не верь во всю жизнь твою, всему бренному телу, и не надейся на него, пока не предстанешь Христу. Не думай, что ты по причине воздержания пасть не можешь, ибо некто, и ничего не вкушавший, был свержен с неба. Некоторые из имеющих дар рассуждения хорошо определили отвержение самого себя, сказав, что оно есть вражда на тело и брань противу чрева. С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедями, со средними они бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными. Но с приближающимися к совершенству они случаются только от осуждения ближних. Некоторые ублажают скопцов по естеству, как избавленных от мучительства плоти, а я ублажаю повседневных скопцов, которые разумом, как ножом, обучились оскоплять себя. Видал я невольно падших, и видал произвольно желающих падать, но не могущих, и я счел сих последних окаяннейшими падающих на всякий день, потому что, не имея возможности согрешить, желают злосмрадия греховного. Окаянен падающий, но тот окаянный, кто и сам падает, и другого увлекает к падению, потому что он понесет тяжесть двух падений и тяжесть сласти иного. Не думай низложить беса блуда возражениями и доказательствами, ибо он имеет многие убедительные оправдания, как воюющий против нас с помощью нашего естества. Кто хочет бороться со своей плотью и победить ее своими силами, тот тщетно подвязается. Ибо если Господь не разорит дома плотской похоти и не созиждет дома душевного, то всуе бдит и постится, думающий разорить. Представь Господу немощь своего естества, сознавая во всем свое бессилие, и неощутительным образом получишь дарование целомудрия. В сладострастных людях бывают, как некто из них, испытавший это, признавался мне по истрезвлении своем, чувство чрезвычайного некоего влечения и любви к телам, и столь бесстыдный и бесчеловечный дух в самом чувстве сердца явственно гнездящийся, что боримый сим духом во время брани ощущает телесное разжение, подобное огню от распаленной печи. Он не боится Бога, вменяет ни во что воспоминание о муке, молитвы гнушается, почти как бы совершает грех на самом деле и смотрит на мертвые тела, как на бездушные камни. Страждущий сие делается как бы безумным и иступленным, будучи упоен всегдашним страстным желанием словесных и бессловесных существ, так что если бы не прекращались дни сей мучительной брани, то не могла бы спастись никакая душа, одеянная в сие брение, растворенной кровью и мокротами. Да и может ли быть иначе? Ибо все существующее по природе своей ненасытно желает сродного себе. Кровь крови, червь червя и брение брения. А потому и плоть сия желает плоти, хотя понудители естества и желатели Царства Небесного и покушаются прельщать ее прелестницу различными ухищрениями. Блаженны, не испытавшие вышеописанной брани. Итак, будем молиться, да избавит Он нас навсегда от такого искушения. Поползнувшиеся и падшие в сей ров далече отстоят от восходящих и нисходящих по оной лестнице ангелов, и к такому восхождению после падения потребны для них многие поты со строжайшим пощением. Рассмотрим, не каждый ли из мысленных наших врагов при ополчении на нас назначается исполнять свойственное ему поручение, как это бывает и в чувственном сражении. И это достойно удивления. Я наблюдал за искушаемыми и видел падение, одни других лютейшие. Имея уши слышите, да слышит. Часто дьявол все усилие, старание, ухищрение
коварство и все свои козни устремляет к тому, чтобы проходящее монашеское житие и подвязающиеся на сем поприще, исполненном искушений, были боримы противоестественными страстьми. Посему часто, находясь в одном месте с женским полом, и не будучи боримы плотскою похотью или помыслами, некоторые ублажают себя. А того не разумеют несчастные, что где большая пагуба, там в меньшей нет нужды. Бываемое отой от некоторых срамно есть, и глаголоти, и писати, и слышати. Сию мою, а можно сказать и не мою враждебную, но и любимую плоть, Павел назвал смертью. «Кто мя избавит, — говорил он, — от тела смерти сия?» А Григорий Богослов называет ее страстную, рабскую и ночную. Я хотел бы знать, почему сии святые мужи дают ей такие названия. Если плоть, как выше сказано, есть смерть, то победивший ее, конечно, никогда не умрет. Но кто есть человек, и же поживет и не узрит смерти, осквернение плоти своей? Испытаем, прошу вас, кто больше пред Господом, умерший ли и воскресший, или никогда не умиравший? Ублажающий последнего обманывается, ибо Христос умер и воскрес, а ублажающий первого увещевает умирающих, то есть падающих, не предаваться отчаянию. Бесчеловечный наш враг и наставник блуда внушает, что Бог человеколюбив, и что Он вскоре прощение подает сей страсти, как естественной. Но если станем наблюдать за коварством бесов, то найдем, что по совершении греха они представляют нам Бога праведным и неумолимым судьею. Первое они говорят, чтобы вовлечь нас в грех, а второе, чтобы погрузить нас в отчаяние.